Привет всем! Это обзор на обновление моего мода 1.6. Называется обновление фермерства. Сейчас я покажу, что я в нем добавил. Во-первых, я добавил вот все эти штуки. Начнем с простого. Когда вы заходите в мир с этим модом, у вас появляется загадочная страница. Я ее, правда, добавил в 1.5.1, но я ее полностью доработал в этом обновлении. Когда она у вас появляется, можете нажать правой кнопкой мыши. У вас тут подсказка на то, как скрафтить книгу туториала, в которой как раз и написано. Я добавил много новых интересных предметов, которые вы можете видеть в инвентаре. Вот. Во-первых, начнем с этого. Это у нас короткая трава. Она короче, чем обычная трава. По сравнению с вот этой, она очень короткая. С нее также падают семена. Вот. Вот. С нее выпало 4 семена. Я считаю, это один из крутейших блоков, который я добавил. Но он не так полезен, кроме как получения семян пшеницы. Во-вторых, давайте переместимся в измерения. Я обновил то, что эти структуры будут появляться намного реже, потому что когда они появлялись очень часто, это было слишком легко их найти. Я думаю, это нечестно, когда у тебя столько структуры, ты можешь бесконечно брать ресурсы из них. О, вот, мы нашли один. Они спавнятся все еще. Просто очень редко. Вот, мы в этом биоме. Сейчас хочу убрать эффекты. Вот, как мы видим, здесь у нас светогриб. Он издает свет. Его можно сломать руками в выживании. И это изначальный источник света. Я его добавил, чтобы можно было хоть что-то видеть. Это добавляет такой живности этому биому, потому что я не хотел, чтобы он был только для руд. Иначе бы это было не очень хорошо. Также я добавил кое-какую другую штуку. Она спавнится редко, вот. Вы могли заметить ее в инвентаре. Она выглядит как кучка гравия, но это на самом деле трекорень. На правую кнопку мыши. Вот ее ломаем. Вот добываем трекорень. Это очень хорошая еда. На ранних стадиях не знаю, на ранних стадиях не очень. Но вот она дает очень много насыщения. И она полезна, если вы вот здесь застряли, так как биомы очень большие. И мы ее можем скушать. И теперь мы можем скушать. Он долго кушается. Вот. Он дает 3 единицы голода. Очень большое насыщение, больше, чем золотая морковь. Здесь не написано, но он дает 20 очков. Это довольно-таки много для обычного растения. Еще у нас вот эти пиглины претерпели изменение кое-какое. Вот. Они теперь дропают сырую свинину. Это тоже сделано для того, чтобы они стали полезными. Потому что если мобы бесполезны, то какой смысл ему существовать вообще? Я еще участил спаун кустов, и вот как раз здесь можете видеть вот такие штуки, как у меня в инвентаре. Это короткая замерзшая трава. Это как короткая трава, но замерзшая. Но мы ее можем собирать. Мы можем теперь
на костре размораживать всякие вещи. Например, вот эту траву мы ее кладем. Вот. И она превратится в короткую траву. Например, мы теперь траву можем превратить в размороженную версию. Она пока тут плавится. Вот, мы получаем блок такой. Он выглядит прикольно. У нас трава разморозилась. И теперь я добавил возможность получить воду. Нам для этого нужен плотный лед. Плотный лед он крафтится с помощью ледяного кристалла и ведра жидкого азота вот таким вот образом. Надо, потому что теперь мы можем взять камнерез и положить сюда плотный лед, мы получаем снежки. Очень много. Теперь мы можем скрафтить. Мы можем теперь вот так выложить и сделать ведро с рыхлым снегом. Теперь положить ее в печку. У нас получается ведро воды. И мы можем получать пшеницу, чтобы делать факела. Я сделал крафт факелов через пшеницу. Вот. У нас получается факел. И это должно быть самой поздней стадии в развитии. И игрок может отправляться на путешествие. Может, надо будет добавить каких-нибудь биомов, структур в обновлении 1.7. Но пока что вот так. Я добавил кое-какой крафт с синими ягодами. Да, это голубые ягоды. Теперь, если мы соберем 6 штук, теперь, если мы скрафтим миску с помощью 3 досок, мы можем сделать вот так. Мы получим тарелку синих ягод. Мы его можем съесть, и он восстанавливает очень много. Это полезно для ферм. Еще я добавил много разных крафтов. Например, если мы выложим вот так, как костер, но по-другому, то мы получим костер. Вот. И это еще я добавил теперь с листьев замерзшей карликовой сосны с неким шансом падает, потому что это было в коде. Но я что-то это убрал. Я это убрал почему-то. Но теперь я это вернул. Вот так мы можем ломать, видеть. Вот. С неким шансом. Дропается все у нас. Еще большое изменение претерпели кое-какие вещи, которые я хочу показать. Например, можем выложить вот так. Оп, у нас получается точно не предмет, который моментально убивает себя сразу. У него очень много урона. Это вообще первоапрельская штука с прошлого раза. Но я ее не показал, потому что были какие проблемы кое-какие. Но теперь... Run. Вот. Это крутой босс. Мы его можем вот так убить. Я сделал кое-какую крутую штуку, которую я хотел реализовать долго. Еще он меня раздражает своими звуками. Короче, когда ты его убиваешь, то тогда происходит это. В общем, смотрите сами. Да, вот происходит этот экран. Супер крутой, но что-то он кривой какой-то. Но пока что вот таким образом убивается босс наш.
Как видите, он с 3 ударов ломается. Да. Поэтому это очень крутой предмет. Я сделал кое-какие изменения. Например, убрал озера лавы. Еще я изменил рецепт необычного кусочка лазурита. Если я не ошибаюсь, то мы теперь делаем его вот так вот. Да, вот, необычный кусочек лазурита. Ну, конец видео, все.